Почему люди часто путают депрессию и неврастению? Это два разных состояния, но оба они сопровождаются таким ощущением, что со мной что-то не так, я выгорел, я так больше не могу. Почему важно их различать? Потому что у них разные причины, соответственно, разные способы выхода. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. Сегодня я расскажу о 5 отличительных признаках депрессии и неврастении. Я объясню, какие там механизмы происходят, что ты чувствуешь, чтобы вы примерно понимали, в каком поле вы находитесь и в каком, так сказать, направлении двигаться для того, чтобы выйти с этого состояния. Если эта тема вам интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первая вещь, на которую мы обращаем внимание, это то, как человек внутренне, субъективно оценивает вообще источник проблемы. При неврастении это истощение, а при депрессии это утрата жизненного смысла. То есть неврастения связана с какой-то перегрузкой, какими-то видимыми, понятными процессами в твоей жизни. Это могут быть, там, не знаю, человек разводится, там, переезжает в другую страну, увольняется, устраивается на работу. Могут быть какие-то длительно неразрешенные проблемы в отношениях с родственниками, там, с какими-то сотрудниками. То есть есть какие-то вещи, на которые человек точно может указать вовне, в его жизни, какие-то внешние источники, которые приводят к тому, что он находится в длительном стрессе, переутомлен, и он ощущает, что я устал просто, я просто как будто бы выгораю. При депрессии человек чувствует внутренний спад, потерю интереса, потерю какой-то энергии. И причины, по которым это происходит, они либо не видны на первый взгляд, то есть их сразу так не видно, либо бывает вообще их невозможно найти. То есть причин вроде бы как нет. Просто это внутренняя какая-то ситуация, как будто бы что-то внутри надломилось, и я как-то вот так вот потух. То есть такое краткое различие: это неврастения, это я устал, а депрессия это я больше не могу так жить, а как иначе жить я не знаю. Вторая вещь, на которую стоит обратить внимание, это что происходит с твоей энергией и мотивацией. При неврастении человек хочет что-то сделать, но у него нет сил. То есть он хотел бы что-то сделать, вернуться в строй как можно быстрее, но у него нет сил, никак ничего не получается. При депрессии у человека может быть немного сил, но нет желания. Поэтому, собственно, эти силы особо и не ощущаются. Часто бывает у человека, когда спрашиваешь в депрессии: ты можешь что-нибудь сделать? Он говорит: я не могу. Но если хорошо его так порасспрашивать, он как будто бы не понимает зачем. У него первично нету желания, нету мотивации что-то делать. А в принципе, там, так если понаблюдать, то человек какими-то вещами занимается, что-то он таки может сделать, часто на автомате. Но из-за того, что у него нет какого-то, знаете, энергетического драйвера, чтобы что-то делать, нету, собственно, мотивационной искры, то он ничего не делает. То есть, грубо говоря, отличие здесь такое: при неврастении я хочу, но не могу, при депрессии я, возможно, и могу, но не хочу. Третья вещь, на которую мы обращаем внимание, это эмоциональное состояние, как человек себя чувствует. При неврастении человек чувствует себя как оголенный нерв. То есть раздражительность, такая какая-то хрупкость эмоциональная, часто эмоциональные вспышки, например, гнева, но они короткие. Человек рыкнул, и тут же он последние свои силы потратил. То есть он не может длительно какую-то реакцию поддерживать, недержание эффекта. Такая тут какой-то, кто-то меня раздражает, а людей при неврастении раздражают звуки, свет, люди, какая-то там болтовня, любые раздражители, которые в обычной ситуации человек может выносить. В ситуации, когда у него неврастения, у него не хватает сил это выносить. Все раздражает, он старается от всего этого уйти и на все это реагирует этим раздражением, но оно такое какое-то очень неэффективное, бессмысленное. Просто рыкнул и и ничего не поменялось. При депрессии человек, наоборот, находится как в таком эмоциональном пуховике, такое отупление, чувство какой-то безнадежности, потери интереса к окружающему. То есть вообще депрессия это, грубо говоря, такой защитный механизм, охранительное торможение. Человек находится как, грубо говоря, в такой спячке некоторой. То есть все, что вокруг происходит, болтовня, шум, там какие-то люди что-то от меня хотят, все это сработало, это торможение, мне все эти вещи уже не важны, потому что, организм меня так окуклил, грубо говоря. То есть, грубо говоря, неврастенник, у него повышенная чувствительность, у человека с депрессией чувствительность, она такая притуплена. Четвертая вещь, на которую мы обращаем внимание, это то, как человек относится к себе и своему будущему. Человек с неврастенией, он корит себя за слабость. Соберись, тряпка, как-то пинает себя. Он переживает, что он не справится. Или, скажем, если он из последних сил что-то делает, а вдруг я сорвусь, силы закончатся, я подведу людей. И у человека с неврастенией есть вера в то, что отдых поможет. То есть у человека с неврастенией есть какое-то понимание, что когда-то мне было как-то условно нормально, хорошо, потом в моей жизни появились какие-то проблемы, какие-то ситуации, я это сейчас не вывожу, но когда-нибудь это же закончится, я наконец-таки отдохну,
и все будет хорошо. Это вот важный момент. У человека с депрессией есть вот это формируется депрессивное мышление, когда человек на все смотрит через темные очки, негативное отношение к себе, к своему будущему. И вот человек с депрессией, он в будущее видит свое, что чем дальше, тем будет хуже. Просто до бесконечности. Потому что мы вот в какой-то в таком условно обычном своем состоянии, какие бы ни были бы у нас проблемы, мы как-то понимаем, что ну как бы не было плохо, но потом все равно черная полоса сменится белой. Мы как-то верим в то, что все нормализуется, ну и опираемся на свой предыдущий опыт. Потому что раньше как-то всегда все выравнивалось. У человека с депрессией нет. Вот будущее будет, вот, чем дальше, тем хуже. То есть это такой ключевой момент. У человека с неврастенией есть идея, что все-таки в конце концов когда-нибудь все закончится и все будет хорошо. У человека с депрессией я просто не вижу, как это хорошо может вообще все решиться. Пятая вещь, о которой важно сказать, это что помогает и что не помогает в таких ситуациях. Ну, понятно, что если вы, в принципе, чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы с вашим эмоционально-психологическим состоянием, лучше всего пойти к врачу, отнести эти проблемы специалисту. Но поскольку мы технически пытаемся это все разобрать, то при неврастении помогает отдых, снижение нагрузки, восстановление режима и смена дезадаптивного поведенческого стереотипа на адаптивный. То есть, грубо говоря, вот, скажем, женщина работает, интенсивная работа, у нее есть отношения, тут появляется ребенок, и так работает, как она вчера работала, и при этом уделять должное внимание ребенку, она уже не может. Но если вот по инерции она все-таки пытается успеть везде, она, естественно, перегружается, и у нее очень скоро наступает неврастения. То есть здесь нужно просто остановиться, постараться как-то посмотреть на всю эту ситуацию, творчески к этому подойти и адаптироваться, но оптимизировать свою жизненную рутину, то есть поведенческий стереотип. При депрессии просто отдых не помогает. Тут нужна психологическая помощь или медицинская помощь, если это эндогенная депрессия. Основные ошибки, которые допускаются, это когда депрессию стараются лечить отдыхом или, скажем, эндогенную депрессию стараются лечить просто только лишь психотерапией. А при неврастении основная ошибка это когда игнорируются вот эти вот внешние источники перегрузки. То есть когда человек, скажем, как-то психологически там что-то прорабатывает себя, старается какие-то найти внутренние свои ресурсы и при этом не обращает внимания на то, что он объективно перегружен внешним каким-то вот стрессом. То есть важно понимать, что депрессия и неврастения это не одно и то же, хотя очень много общего здесь, можно это дело спутать. Плюс надо понять, что если о депрессии сейчас из каждого утюга говорят, там, у всех депрессия, я знаю, там люди с собакам своим депрессию лечат, то неврастения это такой термин сейчас не очень как-то на слуху. Хотя это состояние, оно встречается сплошь и рядом. Соответственно, если вы в этом видео себя узнали в каких-то моментах, хотите как-то разобраться в этом, можете обратиться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на мои соцсети, пишите там личное сообщение, мы с вами договариваемся и работаем. Также поделитесь, пожалуйста, в комментариях своим опытом, если у вас была депрессия или неврастения, с чем вы столкнулись, как вы это переживали и самое главное, что вы сделали, как вы из этого вышли, что вам помогло. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь собственным опытом. Если вам эта тема интересна, буду благодарен, если вы поставите лайк под видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких. И до встречи в следующих выпусках.